Здравствуйте, друзья! Многим из нас знакома ситуация, когда хозяева не могут дождаться ухода засидевшегося гостя. Казалось бы, вечер подошел к логическому завершению, все уже переговорено и давно съедено, а пустые бутылки унесены на кухню, но гости не собираются уходить. При том, что хозяйка демонстративно убирает со стола, он с удовольствием пересаживается в более удобное кресло или на диван. Как же его выпроводить, чтобы не обидеть? Особенно, если это кто-то из родственников или друзей. Что же предпринять? Если вы чувствуете, что несмотря на позднее время гости уходить не собираются, смело пускайте в ход фразу «Мы так хорошо посидели» и не стесняйтесь дополнять ее сетованиями о том, что завтра у вас трудный день или вам нужно рано вставать. Если у вас есть дети, то вам даже не придется ничего выдумывать, ведь режим для ребенка важнее гулянок. Говорите гостям, что ребенку пора спать, а перед этим его нужно купать, и вообще без сказки перед сном он не засыпает. А это значит, что гостям вы уже не сможете уделять внимания, и им пора уходить. Еще вам может помочь известный всем прием на пасашок. Этот обычай не так уж и плох. Предлагая гостям на пасашок, хозяева дают понять, что задерживаться не стоит. Но иногда и этот вариант не срабатывает, если какой-нибудь подвыпивший гость, уже стоя на пороге, вдруг подкидывает новую тему для разговора, и пошло-поехало. В случае, если ваши гости далековато живут от вас, стоит попробовать проявить о них заботу фразой «Вы так далеко живете», это будет звучать как забота о них. Говорите, что чуть позже уехать будет проблематично, и предложите, например, вызвать такси. Если стесняетесь так сказать, представьте себе, что гости не смогут вовремя уехать, и им, возможно, придется у вас заночевать. Тогда это будет в 100 раз хуже, чем предложение гостям начать собираться именно сейчас. Иногда отлично выручает в такой ситуации так называемый гостинец на дорожку. Если вы видите, что посиделки затягиваются, а гость даже не собирается уходить, берите пакетик и демонстративно начинайте собирать гостинец ему или его близким, детям, бабушке, да кому угодно. Вручите его гостю с самым доброжелательным видом, мол, передай подарочек, и смело убирайте все остальное со стола, давая этим понять, что пора и честь знать. Можно также воспользоваться предложением проводить гостей. В таких случаях загостившиеся уже обычно не замечают многозначительных взглядов хозяев. Поэтому ничего страшного не произойдет, если хозяева вежливо предложат себя в качестве провожатых. Например, до остановки или до машины. Здесь главное выпроводить гостей на улицу. А дальше уже можно вежливо распрощаться и домой. За вами назад гости точно уже не пойдут. Бывает и такое, что после предпринятых попыток вежливо расстаться гость все равно не уходит. Первое, что приходит на ум хозяева, у человека отсутствует чувство такта. Но это не всегда так. Если гость хорошенько выпил, а иногда и слишком, то он просто потерял чувство времени. Он сидит за столом, голова тяжелая, ноги не идут, ему не хочется даже двигаться, не то что куда-то идти. И меньше всего его волнуют взгляды, которым одаривают его хозяева. Он готов за этим же столом и уснуть. В таком случае нужно оставить все церемонии, проявить твердость, прямо сказать, что пора на боковую, помочь ему собраться, вызвать такси и проводить до машины. Уже на следующий день можно будет позвонить и поинтересоваться, как чувствует себя ваш вчерашний гость. Если же гость не пьющий, но все равно сидит, значит он просто не понимает ваших намеков. С таким нужно разговаривать прямо. Скажите твердо, что посидели хорошо, но пора закругляться. Не думаю, что после этого трезвый гость потребует продолжения общения. А теперь несколько советов на будущее. При приглашении гостей установите сразу регламент. Например, предупредите, что допоздна вы не можете сидеть, поэтому приглашайте гостей не на вечер, а, например, к обеду. Тогда они успеют и наесться, и напиться, и наговориться, и устать. Если вы знаете, что подвыпив какой-то гость теряет над собой контроль, не ставьте на стол много спиртного. Некоторые, видя, что ловить за столом больше нечего, уходят раньше, чтобы уже дома догнаться. Если гость незваный, то проявите сначала такт и дружелюбие, сказав, что рады его видеть, но сразу предупредите, что вы не можете уделить ему много времени. Не стесняйтесь говорить ему об этом прямо, ведь если он не чувствует, что создает хозяевам неудобства, то вы имеете полное право самим позаботиться о своем комфорте.
Вот и все, дорогие друзья. Надеюсь, что эти простые приемы помогут вам деликатно решить проблему с засидевшимися гостями. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Поделитесь в комментариях, как вы выпроваживаете засидевшихся у вас гостей. Всего всем доброго!